Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам представить прекрасный белоснежный топ, который связан спицами, выглядит роскошно. Используется два изумительных узора с вытянутыми петлями, которые придают ему нежность, воздушность. Топ выполнен из высококачественной хлопковой пряжи, 100% хлопок, который обеспечивает комфорт и свежесть в жаркие летние дни. Можно сказать, что данное изделие связано крупной вязкой, выглядит стильно и нарядно. Топ рассмотрим, с чем он сочетается. Прекрасно будет сочетаться с легкими юбками, брюками, шортами, создавая гармоничные образы для повседневной носки. Он будет прекрасно смотреться с джинсами, юбкой-карандаш, добавляя изысканности деловому стилю. Я думаю, что данный топ будет хорошо сочетаться с простыми и лаконичными аксессуарами, которые подчеркнут красоту узора, выделят фактуру топа. В общем-то, прекрасное предложение для лета. И сегодня мы рассмотрим с вами детально вязание этих двух узоров с вытянутыми петлями. Провяжем с вами порядно каждый узор. И вашему вниманию есть описание вязания на разные размеры этого топа, есть выкройка и есть схемы узоров. Сейчас я покажу вам, как выглядит этот узор, как я его связала на образце. Так, мои дорогие, вот сегодня я хочу вам показать, как вязать вот такой интересный узор с вытянутыми петельками. Я использую спицы номер 4. Пряжу вы можете взять любую. Хотите с хлопком, хотите полухлопок. И мы с вами свяжем вот эти прекрасные вытянутые петельки. Узор у нас идет такой, знаете, интереснейший, с длинными петельками вытянутыми. И вот такой вот в виде таких вот красивых груздей. Я не знаю даже, как их назвать. Вот такой тоже ажурный узор, тоже с вытянутыми петлями. Очень красиво смотрится и просто потрясающий эффект. Не так легко разобраться в схемах, которые там есть. Но я вам покажу, девочки, как этот узор, я поняла, надо вязать. И мне он очень нравится. Шикарно. Это не отпаренная вещь, да. Тут конечно же, когда это все будет постирано, все это будет отпарено, это будет просто великолепно, идеально смотреться для летнего топа. Вот таким образом у нас выглядит две схемы нашего узора. То есть используется плетеный узорчик, вот это левая схема, и ажурный узор, это правая схема. Здесь показано условное обозначение, в принципе, как вязать. Но мы с вами свяжем порядно этот узор. Так будет понадежнее, да, разобраться. Делайте, девочки, скрин экрана и, в общем-то, сохраняйте себе эту страничку. У нас есть выкройка. Вот так она выглядит. Выкройка на, 3 размера получается. И тоже делайте скрин. И я вам покажу, есть еще и описание. Вот эти размеры европейские. То есть это 42-44 наш российский. Дальше 46-48. И размер 50-52. Это размер российский. Я перевела вам. Полностью есть описание, которое я выложу под видео. И вы сможете все здесь прочитать. Здесь подробная инструкция, как связать эту красоту. А сейчас я бы хотела с вами начать вязать эти узоры. Это, по-моему, сейчас самое у нас главное и актуальное. Итак, мы будем с вами вязать два узора. Я набрала 32 петли. Первый узор у нас раппорт составляет 6 петель.
И, в общем-то, 2 петли для симметрии. То есть у нас будет 5 раппортов вязаться. И давайте я показываю, как его вязать. Я связала просто 2 установочных ряда лицевой гладью. И сейчас показываю вам сам узор. Первый ряд мы вяжем лицевыми петлями. То есть все петли провязываем лицевыми. Второй ряд у нас с вами будет вязаться следующим образом. Мы будем провязывать с вами накид, изнаночная петля. Снова накид, изнаночная петля, накид, изнаночная петля, накид, изнаночная петля, накид, изнаночная петля. И так, девочки, до конца ряда вяжем самостоятельно. Следующий ряд у нас с вами идет лицевой ряд. И мы будем сейчас следующим образом вязать. Смотрите, по 6 петель. То есть первую кромочную сняли и накиды распускаем. Для этого мы снимаем петлю, переснимаем ее на правую спицу, спускаем накид. И петля у нас получается длинная. Следующая, опять-таки, снимаем петлю, спускаем накид. И так проделываем 6 раз. 5 и итак, сняли, и сейчас мы будем перекрещивать 6 петель налево. Первые 3 петли у меня перед работой, следующие 3 петли за работой, я их высвободила, аккуратно с помощью правой спицы вернула их на левую и провязала 6 лицевых. То есть 1 лицевая, 2, 3, 4, 5 и 6. Все. Сделали, перекрестили. Теперь то же самое проделываем следующие 6 петель. То есть опять снимаем и сбрасываем накиды. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сняли, да? И также налево перекрещиваем. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. И вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот. Дальше то же самое проделываем до конца ряда. То есть вот так вытягиваем, вытягиваем 6 раз, 5 и 6. Вот, вытянули. 3 петли у нас перед работой, следующие 3 за работой, меняем их местами и вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот что у нас с вами получается. Далее то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петли перед работой, следующие 3 за работой, поменяли местами и вяжем 1 лицевая, 2 лицевая. Так, дальше. Сейчас немножко неправильно переверну, там не видно. Ладно, 3 лицевая, 4, 5 и 6. Следующий тоже сам последний раз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И также мы с вами сейчас перекрещиваем налево. Первые 3 перед работой, следующие 3 у меня за работой. Перекрестили их, поменяли местами и вяжем лицевая. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Кромочная тоже изнаночная. Так, вот у нас что получилось с вами в нашем 3-м ряду. Переворачиваем и 4-м ряду все петельки мы провязываем изнаночными. Все петельки вяжем изнаночными.
самостоятельно давайте провяжем. Сейчас у нас с вами 5-й ряд. Мы вяжем все петли лицевые. Самостоятельно до конца ряда все петли вяжем лицевыми. 6-й ряд вяжем все петельки изнаночные. Самостоятельно вяжем все петельки изнаночные. Седьмой ряд у нас снова лицевые петли. То есть мы вяжем все петли лицевые. Вяжем самостоятельно. 8-й ряд у нас с вами. Вяжем его так же, как и 2-й. То есть мы вяжем, делаем накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Девочки, до конца ряда самостоятельно вяжем накид, изнаночная. У нас с вами 9-й ряд узора. И мы с вами сейчас будем делать то же самое, что мы делали в 3-м ряду, то есть перекрещивать вот эти вытянутые петли. Во-первых, мы их будем вначале вытягивать, потом перекрещивать, но в противоположном направлении. То есть здесь у нас был наклон влево, сейчас будет наклон вправо. Итак, первые 3 петли, чтобы в шахматном порядке сделать, я сейчас просто провяжу лицевыми. 1, 2, 3. При этом я накиды скидывала, просто лицевые, да? А сейчас следующие 6 петель мы с вами накид скидываем, вытягиваем. 1, не провязывая. Снова вытягиваем петлю длинную, скидываем накид. 2, 3, 4, 5 и 6. Вот 6 петель у нас сейчас не провязанных. Будем их перекрещивать направо. Для этого первые 3 петли у нас остаются за работой, а следующие 3 петли, вот эти, перед работой, мы их вот так меняем местами, перекрещиваем и вяжем 6 лицевых. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4, 5 и 6. Вот таким образом. Далее у нас опять спускаются петли. То есть мы опять снимаем накид, вытягиваем петлю 1, снимаем накид, вытягиваем петлю 2, 3, 4, 5, 6. И снова перекрещиваем с вами 6 петель направо. Первые 2 петли у нас за работой, следующие 2 петли высвобождаются, и мы их сейчас перед работой вот так перекрестили. И 6 петель вяжем лицевыми. Первая петля 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий то же самое проделываем. 6 вытягиваем длинные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И меняем местами. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Вот здесь важно, чтобы правильно лежали петельки красиво. И вяжем лицевая 1, лицевая 2, лицевая 3, 4, 5 и 6. Продолжаем до конца ряда. Закончился у нас этот ряд 3 лицевыми, такими длинными, как и начинался. 3 лицевые длинные. Все, вот что у нас сейчас уже с вами, как выглядит узор. Переворачиваем, и у нас 10-й ряд, все петли вяжутся изнаночными. Вяжем изнаночные петли в 10 ряду. Продолжаем самостоятельно.
У нас с вами 11 ряд, все петли лицевые. Вяжем самостоятельно. Все петли лицевые. Вяжем до конца ряда. В 12 ряду все петли у нас вяжутся изнаночными. В 12 ряду вяжем все петли изнаночные. Самостоятельно. Таким образом, раппорт у нас оказывается связанным. 12 рядов в высоту он занимает. Вот таким выглядит он у нас плетенкой такой интересной. То вправо, то влево идет вот эти вытянутые петельки красиво. Вот очень красивый вариант для летнего топа. И несложный, согласитесь, логичный, понятный. Повтор идет с первого ряда, то же самое 12 рядов вы повторяете. Сейчас я хотела бы заострить внимание на втором узоре. Здесь у нас с вами 10 петель идет раппорт. Вот у меня здесь 30 петель, да, 32, это 2 кромочные. Вот, и мы, в принципе, с вами укладываемся в эти 10 петель, то есть получаем с вами сейчас вяжем первый ряд узора, все петли первого ряда следующего ажурного узора у нас изнаночный. То есть мы с вами сразу перешли ко второму узору ажурному и вяжем все петли первого ряда изнаночными. Вяжем самостоятельно. Второй ряд у нас с вами идет следующим образом. Мы вяжем, значит, мы вяжем с вами, делаем накид, вяжем лицевая, снова делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 5 раз мы так проделали, 5 петель, то есть 1, 2, 3, 4, и вот 5-ю я сделала, накид, лицевая. После этого 5 лицевых просто идут. 1, 2, 3, 4, 5. Все, раппорт связан. Вот 5 петель с накидами и 5 просто лицевых. Повторяем раппорт снова. У нас идет накид, лицевая 1, накид, лицевая 2, накид, лицевая 3, накид, лицевая 4 и накид, лицевая 5. Связали, значит, 5 петель с накидами и 5 опять лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали второй раппорт. И еще у нас третий раппорт остался. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. То есть 5 раз так. И 5 лицевых до конца. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Второй ряд связали. Далее переходим к третьему ряду. Третий ряд. Значит, кромочную снимаем, вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше следующим образом вяжем. Смотрите, сейчас мы с вами будем спускать опять-таки накиды, вытягивать длинные петельки. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 длинных петель. Сейчас мы их будем возвращать на левую спицу, все 5. Делать 2 накида подряд. И провязывать все 5 петель одной лицевой петлей. Вы можете в любом направлении, если вы вяжете классическими европейским способом вязания, то у вас идет наоборот, то есть у меня за заднюю стенку, у вас за переднюю будет. Без разницы, от этого просто зависит наклон вот этой вот, как скажем, нашего вот этого красивого длинного с вытянутыми петлями направления. Опять 2 накида мы делаем с вами, и на этом раппорт у нас связан.
Следующий раппорт у нас также на 10 петлях. Мы начинаем с вами 5 изнаночных вязать. Так, 2, 3, 4, 5. И далее снова 5 длинных петель. Снимаем накиды, вытягиваем. 1, 2, 3, 4, 5. И снова возвращаем их на левую спицу. Делаем 2 накида. 5 петель провязываем одной лицевой петлей и снова 2 накида. Связали второй раппорт, третий также мы вяжем с вами 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снимаем длинные петли. 1, 2, 3, 4 и 5. Все накиды сняли. Вернули на левую спицу уже длинные петли, делаем 2 накида. Через все 5 петель мы их провязываем одной лицевой и снова 2 накида. Кромочная у нас идет изнаночная. Вот что у нас с вами получилось в третьем ряду. Переворачиваем на изнаночный ряд 4 и сейчас я покажу, как далее вяжется. Итак, у нас с вами 4 ряд. И мы вяжем его следующим образом. Вяжем с вами лицевые петли. Значит, первый накид провязываем лицевой, а второй накид провязываем лицевой скрещенной. Здесь у нас опять идет лицевая, снова лицевая и лицевая скрещенная. Вот, 5 лицевых. Дальше у нас идут с вами снова накиды с лицевыми, то есть накид делаем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 5 раз. Все, раппорт у нас с вами связан. Второй раппорт вяжем также. Значит, лицевые петли. Первый накид лицевой провязываем. А второй накид провязываем лицевой скрещенной. По центру вяжем снова накид, опять лицевая, то есть лицевую. Снова опять первый накид провязываем лицевой, второй накид провязываем лицевой скрещенной. То есть получается по итогу 5 лицевых. И дальше опять вяжем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Связали с вами второй раппорт. Третий раппорт у нас идут. Первый накид лицевая, второй провязали, второй накид лицевой скрещенный, лицевую провязали, снова лицевая накид провязали и лицевая скрещенная, второй накид. Так. И дальше делаем накид лицевая, накид лицевая, накид лицевая, накид лицевая, накид лицевая, кромочная и изнаночная. Связали. Переворачиваем, у нас с вами 5-й ряд идет, 5-й ряд. В 5-м ряду у нас с вами, мы уже это делали, сейчас опять формируются пучки. Вытягиваем петли, сбрасываем накиды. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаем эти 5 вытянутых петель на правую спицу, на левую, то есть делаем 2 накида и 5 петель длинненьких наших мы с вами провязываем одной лицевой петлей. Делаем снова 2 накида и 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Связали с вами первый раппорт. Второй раппорт вяжем также. Вытягиваем петли, сбрасываем накиды. 1, 2, 3, 4, 5. Далее с вами все это возвращаем на левую спицу и провязываем 2 накида. Затем 5 вместе одной лицевой и снова 2 накида. И остались 5 изнаночных. 1, 2,
3, 4, 5. Связали второй раппорт. Вяжем третий раппорт. Также вытягиваем петли. 1, 2, 3, 4, 5. Все накиды сброшены. Возвращаем эти вытянутые петли на левую спицу. Делаем 2 накида. 5 петель одной петлей лицевой провязываем. Снова 2 накида. И осталось 5 изнаночных в раппорте. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Все, раппорт связан, кромочную вяжем изнаночный. Связали. Вот что у нас с вами получаются вот такие в шахматном порядке груздья красивые. Переворачиваем. 6-й ряд. 6-й ряд вяжем. Значит, сейчас у нас с вами вяжутся накиды. То есть вяжем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 5 раз. Дальше у нас идут накиды, которые мы должны с вами провязать лицевыми. Первый накид провязывается одной лицевой, второй накид провязывается лицевой скрещенной. Дальше у нас вяжется по центру лицевая. Снова накид провязываем первый лицевой. Второй накид провязываем лицевой скрещенный. Вот, как это связали первый раппорт. Второй раппорт также вяжем, девочки. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И дальше у нас вяжутся с вами лицевые 5 петель. Первый накид лицевая, второй накид провязываем лицевой скрещенный, по центру опять лицевая, следующий накид провязываем лицевой, следующий накид провязываем лицевой скрещенный. Связали второй раппорт. Третий раппорт вяжем. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 5 раз так сделали. И дальше вяжем 5 лицевых. Первый накид 1 лицевая, второй накид 2 лицевая скрещенная, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая скрещенная. Все, связали раппорт, кромочная, изнаночная. Переворачиваем. На этом у нас с вами раппорт заканчивается. И повтор у нас теперь с вами идет с 3-го ряда. То есть первые 2 ряда это были как бы вспомогательные ряды. Их не надо вязать. А вот следующее начинается у нас с 3-го ряда, как мы уже с вами вязали. И вот такие пучки у вас будут красивые с вытянутыми петельками, девочки, получаться. Надеюсь, мое объяснение было доступным, понятным. После того, как вы свяжете образец, обязательно измерите плотность вязания. По сути, я вам показала это все в одном образце. Вам надо будет связать 2 разных образца, измерить плотность, потому что часто у узоров бывает разная плотность по горизонтали и по вертикали. Вам надо это будет уточнить на ваших ниточках, на которых вы все это будете делать. Изумительной красоты узоры получаются специально для летнего вязания. Вы будете в них необычайно привлекательные. Надеюсь, вас заинтересует такой узор. И первый, и второй шикарно. Все, что у вас есть под видео в описании, вы прочитаете. Там идет последовательность узоров, как они должны на самом деле в данном топе дизайнер задумал, их взаимное расположение. Там вся это чередование этих узоров в нужной последовательности указано в виде текста. А здесь я вам практически показала, как это вяжется.